Вчерашний день уже окрестили как «Черный вторник» для семьи Орбакайте, Пугачевой и Пресняковых. Вслед за Иваном Ургантом все члены звездной семьи, включая Кристину Орбакайте, Никиту Преснякова, Аллу Пугачеву и Владимира Преснякова-младшего, были взяты под стражу в Центральном отделении полиции и дали показания по разным направлениям. Задержание звезд шоу-бизнеса пока временно, и в зависимости от их признаний будет определяться мера наказания для каждого артиста в отдельности. Стали известны причины и подробности ареста звездной семьи. В частности, внук Пугачевой Никита Пресняков был арестован по 2 статьям. Оскорбление символики и флага Российской Федерации, а также появились новые подробности о пожаре в замке Максима Галкина, который совершил Никита Пресняков весной этого года. Напомним, что 9 мая, в День Победы, внук Пугачевой вывесил американский флаг на своем балконе, чем вызвал колоссальное возмущение российской общественности. Артисту пришлось покинуть Россию, но несколько дней назад он вернулся на родину, и им вновь заинтересовалась полиция. Стало известно, что в зависимости от его показаний внуку Пугачевой может грозить как уголовная, так и административная ответственность. Однако больше всего досталось Ивану Урганту и Кристине Орбакайте. Скандал с гимном России в театре Вахтангова набирает обороты. Кристина Орбакайте и Иван Ургант проигнорировали гимн Российской Федерации, который звучал перед началом спектакля, и не встали со своих мест. Артисты были с позором изгнаны из театра, и ими заинтересовались следственные органы. Больше всего полицию возмутило откровенное вранье звезд шоу-бизнеса. Кристина и Иван Ургант попытались оправдаться и в 2 голоса заявили, что в этот день не были на спектакле, и все это наглая провокация. Однако справедливость была восстановлена. Ведущие артисты театра Вахтангова Алексей Гуськов и Владимир Вдовиченков на очной ставке подтвердили безобразное поведение звезд шоу-бизнеса и неуважительное отношение к гимну Российской Федерации. К тому же сознательные зрители, которые были на спектакле, также дали показания против дочки Пугачевой и Ивана Урганта. По мнению известных адвокатов, артистам не грозит уголовная ответственность, скорее всего это будет административное правонарушение и крупный денежный штраф. Бывший зять Пугачевой Владимир Пресняков-младший оказался в полиции по делу своего сына Никиты Преснякова о пожаре в замке Максима Галкина. Стало известно, что пиротехнические средства, из-за которых произошел пожар в замке Максима Галкина, Никита Пресняков покупал в магазине своего отца. Данным фактом заинтересовалась полиция и допросила Владимира Владимировича. Ну и, наконец, Алла Борисовна Пугачева, которая в данный момент уже является фигурантом уголовного дела о смерти школьного охранника Ивана Петрушова, на этот раз была вызвана в полицию уже по другой статье. Народную артистку решили проверить на предмет фейковой информации о спецоперации и российской армии. Результат допроса пока неизвестен.